I've been in your waters. I came for sure. I've never been so close. Привет! Давненько мы не выходили в эфир. Парни наконец-таки съехались в Киев на буткемп, а сегодня у них фотосессия. И сегодня мы пообщаемся немножко с ребятами, познакомимся с новым игроком Бакытом. Вот, так что оставайтесь с нами на канале. Женя, рассказывай, у вас последний месяц, он был, наверное, такой даже сложный, можно его назвать. Расскажи в целом, как проходило для тебя это время и для тебя, и для команды. Да не то чтобы сложный, что на Мумбаи мы так лайтово отыграли, все по кайфу, 3-е место. Потом, сейчас у нас серьезные тренировки, вроде много тренируемся, Акбарыч вернулся, много чего делает, как-то так. У вас новый игрок. И более того, это не то, что новый игрок, это для тебя друг, потому что вы с ним Братишка прошли мой, да. через MVP, через Вегу. В принципе, да, твой братишка. Вообще, в целом, как он вписался сейчас в коллектив? Ну, в целом, Заяц зашел очень хорошо. Сразу он не молчал, там не стеснялся, сразу сказал свои идеи, как он хочет играть. И, в принципе, команда быстро адаптировалась. Но было легко, потому что мы-то уже вчетвером играли вместе. И ему построиться под нас было, в принципе, легко. Так что все окей. Вот у Бакыта, например, у него в пуле Тэтчес, которого он там очень любит, играет там на нем много. Вообще герой котируется, в принципе, в продоте, потому что вот когда Бакыт был в Панго, ему пикали Тэтчеса. Как вы будете, уже говорили об этом? Ну смотри, Тэтчес это такой герой, под него надо играть. Не он играет под команду, есть какие-то стратегии, например, мы играем под керри, там, что потом он выиграет. А здесь надо играть под Тэтчеса. Он дает слабину тебе на линии, по игре, потому что ты вчетвером играешь, грубо говоря. Надо под него играть, уметь играть. Но герой, в принципе, рабочий. Вот наш новый игрок. Я предлагаю, у нас с ним будет большое интервью совсем скоро, но сейчас предлагаю вот так вот немножко пообщаться и спросить, как у него дела. Попадание в Наггет всегда что-то такое особенное, потому что клуб с большой историей. Вот для тебя были какие-то такие особые ощущения от того, что ты вот приехал, ты в Киеве, на буткемпе с ребятами, фотосессии? Конечно, есть такое ощущение, но не сказал бы, что это прям что-то прям супер особенное, что ли. Хотя немного ощущается, вот когда форму дали, что-то такое, знаешь, что-то драгоценное взял клуб на руки. Есть такие моменты, когда осознаешь, что тег довольно знаменитый. А так, ну, не знаю, мне кажется, лучше об этом не думать, легче об этом не думать. Как для тебя вообще выдалась эта неделька? Неделька? Вот для тебя, ты уже говорил в прошлый раз, что когда приходит новый игрок, тебе не так-то просто там перестроиться, потому что и на лайне у тебя там все меняется, и вообще атмосфера. Когда вот пришел Бакыт, вот что изменилось? Ну, на мой лайн теперь это не повлияло, потому что, я всегда почти стою с Акбаром. Тут больше уже близи, то, что они с Зайцем достаточно хорошо друг друга знают, но им комфортно на лайне и больше коммуницируют, скорее, чем с Чевашом, например. Для меня не особо, что изменилось так. Завтра, получается, начинается квалификация на мейджор. Ну, вообще, что у тебя в голове происходит? Вот сейчас, наверное, больше всего уверен, что мы должны проходить на мейджор. Тьфу-тьфу-тьфу. Это Катя, наш арт-директор. Красивая. Не, я уже знаю. Хочешь, запрыгни на Мишку? Ты Максу предлагаешь? Давай, Макс. Опять, сразу же. Ну что, как камеры? фотосессия? Отлично. Что ты там кричал? Эмоции, да, эмоции. Расскажи. Интернешнл победить. Расскажи, как вообще неделька для тебя это прошла? Шикарно, тренировались как рабочие. Вот мажор недавно прошел. Какие у тебя впечатления остались от Диснейленда? Ну, мне очень понравился. Это, наверное, самый хайскилловый мажор за, все 4, которые были.
Что еще? Ну, я смотрел все игры, мне очень понравилось. За игрой какой команды тебе больше всего понравилось наблюдать? Понятное дело, что Secret, да, победили, и, конечно, они были сильнее. Но все же, были ли кто-то, кто тебя удивил, или у кого ты там что-то, может, почерпнул новое? Да за всеми смотрел, там OG, Liquid, ну там много очень игр было, Morph, Miracle. Ну, много, все интересно, то есть сейчас все довольно-таки равны, все вот топ-6, топ-8, Secret, Liquid, EG и так далее, поэтому, в принципе, мажор очень интересный. Вот попытайся вжиться в его роль и занять достойное место среди этой пятерки. И он, ты суровый, понял? Ты такой суровый стоишь. Да. Хорошо, еще разок. Раз, два, три. Отлично. А удивление, может, давай еще пару кадриков. Давай, удивление, последнюю эмоцию. Ну, не обязательно прям руку вот так, а вот просто вот как будто ты шел и замер на одном шаге вот так. Ну, красиво, ну давай сюда. Куда? Ну, контент я себе закинул. Ты что, инстаблогер? Да. Подписывайся на канал, ставьте лайк. Тебе исполнилось 29, да? Вроде. И слушай, я видела твой пост, где ты говорил, что там что-то поменялось, да, у тебя к 20. Вот что к 29 тебе пришло? Осознание чего? Мудрость. Мудрость. То, что возраст всего лишь цифры. Да? Конечно. Слушай, ну ты вот по сфере своей деятельности, да, тебе приходится взаимодействовать с ребятами, которым там 19 лет. Насколько сильно отличается? Видишь ли ты в них себя? Себя? Да. Не, ну я, конечно, иногда тоже такой борзый, как бы бывал в их возрасте. Но на самом деле, когда нахожусь с ребятами, то есть я чувствую себя таким же. Как у вас буткемп проходит? Буткемп? Сколько вы уже дней 10 тут, да, находитесь? Ну да. То есть мы с 4 числа, Влад на день позже приехал. Буткемп очень продуктивный, я могу сказать с точностью то, что мы хорошо подготовлены. То есть осталось только это закрепить результатом. Ну, по большей степени мы все дни играли КВшки, разбирали. То есть там элементы тактической подготовки, стратегической. Вот 10-го у нас такой плюс-минус как выходной был. То есть ребята играли пабы, и мы выбрались еще на великах, покатались. Влад себя плохо чувствовал, он остался, а мы, короче, с ребятами поехали. Такой маршрут у нас был лютый. Честно, офигенные как бы у всех эмоции были. Самый, наверное, кайф был, когда ты потом после леса выезжаешь, знаешь, на асфальтированную дорогу. И вот уже такой лакшери. Плюс 30 мув-спиду, да, наверное. Не, ну а так как бы вообще отлично. Буткемп пока проходит. Во. Вон на них. Я бегу. Я на медузе. Смотри, можно вернуть. Runs out. Crystallize just running straight in. They know they're going to have Phantom from the up almost. But there was and he's just going to get popped straight away. And down goes Bella as well. The look towards North. Does he jumps in deep and has to be a little bit careful. Magical with the onslaught. He's going to find one. He's going to find BZZ as well. He dives on the side. They don't even care about it. G chased back into the base. The buyback comes in from Bellhop. But cancels out a TP. Doesn't even want a TP. Ну, спасибо нам, хлопчики. Начало хорошее. Буткемп в самом разгаре, и сегодня стартовали квалификации на мейджор. Вот решили немножко прогуляться и отвлечься от всякой доты. Ну что, как первая игра прошла? Отлично. Вы вообще часто играли Softbot Gold или Team Spirit сейчас, ребята? Нет, одну карту на это, одну-две максимум. А с кем вы обычно тренируетесь? С европейцами? Ты расскажи про буткемп, про весну, все, что происходит в твоей жизни. Да все по кайфу, мне все нравится, мы тренируемся, на эпицентр отберемся, займем хорошее место, там на инт, все, жизнь налаживается, все пучком. С каких пор начал на Эмбере играть? После Мумбаи, вот, тогда я понял, что нужно осваивать этого героя, он очень сильный, его можно рано открывать, инфлексис, летает туда-сюда, фесты, ремнанты, линии пушишь, героев убиваешь, все, что нужно. Снимаешь, да? Угу. Кофеечки делаем. Да. С кем сейчас у вас игра? Не скажу. Скажи. Нет. Они сами
вами либо Деплаку могут вас пикнуть, Макаку, либо Разора. Archangel might be the target. If you get in, then there's going to be no global silence. He's trying to do it without blinking aside. Doesn't want to get jumped on. There's a global silence coming out. They don't seem to mind about that coming too quickly as the Ravage comes down, landing onto 3. Snake will be the first to fall, but now the Troll War lassoed up inside his ultimate. Can't get off his damage at all. He's sitting in the fire, but is not going to die. But the Sand Kick. Я дам, давно срежу ему демо сейчас. Я ультал. Молодец. Ну, больше что? Я стакаю, да, у меня тоже ничего. Сделать что? Давай, идем. Я стакаю. Давай, срезал ему дэмэдж. Дайте я ему кину в голову. Magical coming in, so much damage from this man. Plantimo's going on the back lines, but Magical fighting it up, manning up onto the CK, and he's gonna get that one. The buybacks are coming in. Pikachu trying to chase down the Templar Assassin, but she just doesn't care. Finally gets finished off by Archangel here, but Crystallize is still perfectly healthy, like a spring chicken chasing around. And that is gonna be Black Archangel going down as well, and Crystallize is the only one alive. Вторая игра за нами. Сегодня нам осталось сыграть только одну игру. Будет против Fly to Moon. И вот начнется прямо сейчас. Here as he immediately gets silenced up. The damage from the Drow is substantial. They'll be able to finish off the kills. That's dying in the middle lane. But now Crystallize coming in for the revenge. You killed my 4, now I shall kill you. But he hasn't actually found anybody yet. Luckily, SH will be the first one to go. Trapnell finishing him off. Meanwhile, Arc falling very low to the Assassinate. Didn't realize quite how far he dropped there. Lily comes in from behind with the blink, with the stun. He's got the double edge. No, he does not actually, but they don't really need it as Crystallize comes in. Just chopping, always want to fly. У нас здесь типа вся игра строится на том, что если у Найкса все хорошо, он с Радиансом так или иначе, то есть мы вокруг него будем играть. То есть, ну да, на топ-линии, конечно, проблемы возникли, но по игре, вот, что, мы подфармили, потом камбэкнули, то есть даже счет 0-7 это всего лишь цифры. Я уверен, сильно мы не проигрывали. Ну, может, в какой-то момент 1000-2 золота максимум. Думаешь, это Valve прощупывают почву, чтобы так потихоньку ввести тренера в игру или нет? Тренеры, да, более распространенные уже стали, то есть если раньше это не совсем понятно было и мало было тренеров, сейчас уже во всех регионах, почти у каждой команды, которая на мажоре играет, у всех есть тренера. А ты думаешь, если ты можешь вот, в игре координировать, ну и вообще тренеры будут в игре координировать, сильно поменяется игра? Да, так или иначе со стороны ты много моментов видишь, ты даже можешь помогать игрокам там с теми или иными таймингами игровыми, там еще с какими-то моментами. Ты можешь на карте заметить то, что враги не заметили, даже попросту. Вот меня ты увидел просто на карте где-то, знаешь, что враг смоук нажал, а твои игроки, может, на чем-то другом были сфокусированы. То есть, ну, так или иначе, они больше сфокусированы на игре, а ты со стороны смотришь, ты намного больше картину видишь и можешь что-то заметить, подсказать. Я надеюсь, что Valve добавит одну функцию, за которую я им как бы буду очень благодарен, чтобы тренер мог... Типать мог. Кстати, это есть, я тебе отвечаю. Я на КВ своего мидера, то есть он выкатился, я могу спокойно типнуть. То есть, да, это добавили, нет, чтобы я пикать мог. Вот именно, знаешь, чтобы... грубо говоря, я мог как и один из игроков, да, вот взять типа пик. То есть либо чтобы мне игроки могли передать пик. Это было бы очень круто, потому что, допустим, в онлайне одно дело на буткемпе, да. Для тебя это первые официальные игры с Нави. Вот первый день. Расскажи о том, как они прошли и вообще свои ощущения от всего, что сегодня произошло. Кстати, даже не задумался, что первые официальные игры. Легко? Ну, довольно, ну да. Хотя во второй карте мы там в оффлейне постарались, так сказать, уравнять шансы. Ну, если честно, мне кажется, сегодня были довольно средние команды. Завтра будет сложнее. Ну, Virtus.pro, Gambit. Ну, вот. Но сегодня было, да, довольно просто. Все было по плану. У нас второй день квалификации. Сейчас первая игра против Strike, а вообще впереди нас ждет еще 3 игры. Я на котле 4-го фарме до 6-го левел делаю. The Yorks into the air, they try and get the kill onto Silent, but it's a teeny bit mistimed. Do they have vision over here? It looks like the line he's going to go down. They do have the Soulbone, it's also a whole bunch of McGrath, he does have the Doom Cut yet, and they have this fight, they have the BKB, the Will-O-Wisp, it's also a whole bunch of, it looks like they are going to lose them, and they're also going to lose the Bear. That's 84 seconds, he's not the one with the Aegis.
Потом дабл фисты. Ритм умирает. Дальше. У меня 2 секунды там. Ну все. С днем рождения! С днем рождения, Акбар! С днем рождения, Акбар! С днем рождения, поздравляем! С днем рождения, Акбар! Загадывай! Загадал. Shivas on Ember. To get you close. Just about okay. Like something, just trying to force out some spells, some sort of BKB perhaps. Yeah, they want to get those BKBs out first and then read it. What? Не, меня посадили на третий. О, Настя, отлично. Шайн может закинуть. Дума может. Не, у нас Ну, большой голос, парни, балансируй. How? Okay, now the fight is on. Here to get the chainsaw on Koka. Meanwhile, Crystallize just clicking down man like there's no tomorrow to English. Let's help him out a little bit to do. Хорошо. Нормально. Сейчас у нас остались рейд-боссы, Virtus.pro и Gambit, ну а так пока что мы идем с счетом 5-0. Ну, наш пик позволяет нам спокойно выиграть, если мы вот, доведем игру там, до такой 40 минуты. Мы в разы сильнее. То есть у врага 3 БКБ, которые все меньше и меньше становятся, и наши герои, соответственно, сильнее. Ну, а Нага, так или иначе, с котлом тем более, то есть, не знаю, ты просто сплитишь постоянно, растягиваешь врагов и уже стараешься как бы отталкиваться от передвижений врага. Чего не выбрали, кстати? Мы не отдаем им, Эмбер И от коров отрезаем. Да, и типа заодно. Ну, еще от Наги. They do not want to let them go. Zayas, well, doesn't really matter if he's by cameras, but the battle. Draw full up, stun Ramses. May focus at the spawn, but that's vacuum wall. Turnaround on turnover, but Crystallize is still walking. He gets a crit, and another one, a Pasha. His job is now just to keep whatever VP has away. 30 seconds still. Till Ramses comes back. Is that enough time for the Aegis? I don't know. BKB from Roger to prevent the glimpse. Looking for a bit of a black wraparound. He does have to do onto Crystallize. Could be big, but he's still life stealing. The tier 4s are dead. Бейте, бейте! Кто? Кто победит? Мы победим. Тихо, тихо. Нет. Да нет, мы победим. Until Ramses comes back. I don't think they can do it, partner. They're just hitting it. Crystallize, they can't stop him. They're back. They bring down VP. Вот эта игра. Где моя настойка валерьяны? Офигенная игра. Maybe no, immediate cancel and stolen. Watch for Merchant. He gets a 3 in the middle of all of that. And this is the end. GG, well played, Na'Vi. Мы проиграли последнюю игру с Gambit. И сейчас будут либо переигровки. Как вообще, как определяют? Андрей, нет, если Gambit выиграет у Spirit, то они проходят. То тайбрейки. Ну, в общем, надо, чтобы Gambit проиграли. Damage, but now there's the epicenter trying to make a play, not exactly the target that you want to go on, and now tanking his one, dies instantly. Pasha finds that way, finds it all. Crystallize out of the fight for now, but Blizzy he certainly isn't. Сейчас мы играем переигровки. Первый матч с Virtus.pro, второй матч с Gambit. Если побеждаем, собственно, проходим на мейджор. He's just clicking. Ramses calling in. Does only find Snake and Crystallize without that ult effect on him. He's just perfectly happy to go in for another shotgun. Defend the swap, let's suck him in now. Magical, he's just blinking away with a double kill. Damage is being drained now, but it's only no one who is left. But not for too much longer. That is a full 5-man wipe, and the GG is called. Второй раз, Стоп, это на самом деле намного чище. Повторим. Как
им это удалось. Просто красавчики. Что, последняя? Осталось споткнуться вторая. Это будет пройти мажор. Еще какие-то головки по второму кругу. It's going to be enough, actually. No, he's going to be fine. At the same time, the black hole catches Life Stealer on the edge. If all you lost went to Wyvern, and this is it. GG, well played.